Всем привет! Сегодня у нас на обзоре герой Розак. Данного героя у нас также добавили, как и высокомерного, в будущем X10. Поэтому сегодня разберем данного героя и посмотрим, на что данный герой у нас способен. Также напоминаю, что данное видео у нас записано на тестовом сервере. Герой Розак является легендарным героем фракции Странники, класс Стрелок с пробивным типом урона. Область атаки данного героя практически как и у всех лучников в игре. Единственное, что у него при прокачке звезд появится еще одна плитка дополнительная по центру, что дает ему возможность стрелять намного дальше, чем остальные лучники. У данного героя имеются массовые атаки, плюс имеется взрывной урон с его ультимативной способности. По характеристикам данного героя: очки здоровья 11164, атаки 4017 и защита 597. Стоимость данного героя 22 единицы, время возрождения 60 секунд по стандарту. Интервальная атака у данного героя 3,5 секунды, что уже говорит нам о том, что данному герою очень сильно нужна будет скорость атаки. Далее рассмотрим навыки и таланты данного героя. Начнем с таланта. Каждая базовая атака с вероятностью 30% будет создавать 2 копии существа рыб-душежоров. Данные рыбы у нас атакуют одного противника с максимальным оставшимися очками здоровья и будут наносить по 200% урона. Переходим к самому базовому навыку. Массивная физическая атака. Наносит 100% максимального урона нескольким врагам. Максимум можем увеличить этот урон на 20%, и того в сумме мы получаем 120% массового урона по 10 целям. Идем далее. Поток души — это его пассивный навык. После завершения действия хватки океана, это его ультимативная способность, улучшает талант героя. Шанс призыва существа рыба-душежор при атаке повышается на 20% в непрокачанном состоянии. Если наш скилл полностью прокачан, то будет 40%, а число призванных существ увеличивается на 2 рыбы. Эффект действует 12 секунд. После того, как заканчивается наша ультимативная способность, уже будет шанс нашей базовой атаки не 30%, а 70%, что будут призваны копии существа рыбы-душежор, которых уже будет не 2 штуки, а 4. Идем далее. Охота за душами. В течение 25 секунд после размещения каждое убийство призывает 2 рыбы-душежора. После этого срабатывает 1 раз каждые 20 секунд. Все эти секунды это уже в полной прокачке. Идем далее. Мастер опыта увеличивает получаемый в бою опыт на 5%. То есть данного героя как минимум мы используем для фарма опыта. И следующий пассивный навык — наследие приливов. Получите героя Капитан Риф, чтобы разблокировать следующий бонусный эффект. Опыт, получаемый в бою, увеличивается на 5%. Если у нас в галерее есть Капитан Риф, то мы уже будем не 5% получать опыта, а 10%. И переходим к его ультимативной способности. Хватка океана наносит 700% урона врагам в области действия. Если мы прокачиваем данный навык, максимум можем увеличить этот урон на 300%. Итого 1000% будет урона нанесено противникам. И использование данного навыка мы также можем уменьшить в потребляемой ярости на 100 единиц. Итого нам потребуется всего 800 ярости для применения данной ультимативной способности. Переходим к его пробуждениям. Первое пробуждение усиливает охоту за душами. Это когда мы выставляем своего героя и на нас вешается баф, что при убийствах будут появляться рыбы-душежоры. При каждом убийстве длительность охоты за душами будет увеличена на 2 секунды. То есть чем больше мы убиваем мобов, чем быстрее мы их убиваем, тем дольше данный баф на нас будет висеть. Далее на втором пробуждении наша базовая атака увеличивается на 5%, что позволяет нам еще больше получить урона от данного героя. На третьем пробуждении рыбы-душежоры будут накладывать эффект замедления на 2 секунды, и скорость перемещения будет уменьшена на 50%. Идем далее. На 4-м пробуждении шанс крита нашего героя увеличивается на 8%. Тем самым мы можем где-то крит шансом пожертвовать. И на 5-м пробуждении мы усиливаем свою ультимативную способность. Хватка океана с шансом 25% может сработать 2 раза.
Переходим к артефактам на данного героя. Здесь даже нет смысла разбирать все артефакты. Лучшим артефактом на данного героя является фибула стрелка. Она увеличивает наш урон на 20% массовый, если рядом с нами нет противников. Если у вас такого артефакта нет, в теории можно использовать эмблему душ. Если вы точно будете знать, что очень много будет мобов, которых вы сможете убивать, чтобы апать себе урон. Кто-то может использовать печать узы крови, на 20% повышать себе крит урон, но лишаясь 30% максимальных очков здоровья. Здесь уже на ваш выбор, но идеалом будет, конечно же, фибула стрелка. Переходим к снаряжению по левой стороне, учитывая, что у данного героя большой показатель базовой атаки. Мы этому герою собираем изначально бедствие, которое дает 25% атаки. В дальнейшем, когда мы уже сможем фармить 1.19, мы собираем на него сет воеводы, который даст нам еще дополнительно скорость атаки плюс 30. По правой стороне на начальном этапе мы можем собирать сет проклятия. Можем собирать сет ночного ужаса. Как только мы переходим к фарму 2.19 либо 3.19, мы уже можем собирать на данного героя и адский рев, либо нескончаемый гнев. Также можно собрать сет, который будет апать его ультимативную способность по типу сета мудрости, или на 3.19 собрать ему сет магии души. Здесь уже все на ваше усмотрение. Самое главное, данному герою дать как минимум 300 скорости атаки, чтобы его интервальная атака была значительно ниже, чем 3,5%. Собрать больше атаки, крит шанс, крит урон. Тем самым данный герой сможет очень много наносить урона. Теперь рассмотрим данного героя в кампании в рейдах. В кампании, как и многие герои, данный герой идеально заходит. Во-первых, он имеет массовый урон, во-вторых, он наслучник. Единственная его стоимость 22 единицы, но, как показала практика, таких героев очень можно легко выставлять, вне зависимости от этажа в кампаниях. Рейд для продвижения мы его сможем использовать эмблемы для стрелков, эмблемы выносливости, ну и можно взять еще на эмблему магов. Рейды ресурсов — это рай для данного героя, особенно рейд для опыта. Из-за его пассивной способности мы будем получать на 10%, если у нас имеется Капитан Риф, больше опыта, либо на 5%, если у нас нет Капитана Рива. Рейд для золота также данный герой зайдет великолепно, будет наносить очень много урона. И соло данные рейды он сможет спокойно закрывать. В первом рейде для снаряжения данного героя также мы можем использовать. Данный герой наносит очень много урона всем мобам. Но первые мобы, которые у нас идут, это скелеты зеленые. По ним очень маленький идет физ урон, поэтому для них необходим все-таки магический урон. После этого все абсолютно мобы, которые у нас встречаются в первом рейде, будут очень быстро умирать. Насчет 19, 20, 21 этажа данному герою я не вижу там, если честно, применения. Да, у него есть урон хороший, но туда, если мы хотим взять какого-то лучника, лучше взять Маула с первым пробуждением, чтобы он еще давал заморозку. Здесь, конечно, у нас нет никакого контроля, только есть замедление и то, которое работает, когда будут активироваться наши рыбы-душежоры. На втором рейде для снаряжения данный герой также великолепно заходит до 19 этажа. Потому что после 18 этажа на 2.19, 2.20, 2.21 там огромное количество физической защиты. И туда лучше все-таки брать магический либо обычный тип. Проникающий, к сожалению, там практически не заходит. Но рейд для снаряжения 3 это то место, где данный герой раскрывается на полную, особенно на 19 этаже. Данный герой очень много сможет наносить урона и сможет держать одну из сторон. Поэтому лучшее применение данному герою это рейд для снаряжения 3. Без него 19, 20, 21 этаж третьего рейда закрывается тяжеловато. С ним уже становится намного проще. Если мы ставим его на правую сторону, он очень будет быстро убивать мобов, которые будут там появляться. Босс для гильдии данного героя тоже иногда используют, но на старте, потому что рыбы-душежоры у нас тоже наносят очень много урона. Пока у вас нет ни героев ада, ни кошмара,
хороших собранных, можно данного героя также использовать, хоть он и массовик. В рейде для материалов данному герою делать нечего. На старте, да, он вам может помочь, когда у вас есть две возвышенности. Когда у нас уже начинается 13-й этап, у нас там идет одна возвышенность. На нее лучше взять уже обычного кьюка, либо хила. Испытание фракции, прилив, он там себя также великолепно покажет, потому что дальний урон, массовый урон, массовики всегда везде нужны. Переходим к арене. Данного героя мы можем использовать в противовоздушной арене, оно и понятно, потому что массовый урон. Кто-то берет еще на массовую арену, которая у нас идет для магов, он тоже там наносит колоссальное количество урона. Одиночная цель, непрерывный урон, ему там делать нечего, потому что его массовый урон все-таки лучше заменить на соло-дамагера. Они в любом случае нанесут намного больше урона, нежели массовик. И сейчас у нас доступен разлом пустоты. В разломе пустоты идеально заходит данный герой, потому что на многих этажах у нас появляются маги, а проникающий тип урона идеально заходит против них. Поэтому разак в разломе пустоты вам будет необходим. Мы переходим к оценке данного героя. Рейд для опыта здесь 100% 5 баллов. Рейд для снаряжения 3. Также я ему проставлю 5 баллов. В приливе, как я говорил ранее, также 5 баллов, как и арена противовоздушная. Далее, рейд для золота, также 5 баллов, тем более, если у нас есть Капитан Риф, можно взять их туда вместе. Испытание фракции 5 баллов, всегда нужен массовый урон. Рейд для снаряжения 1, здесь я поставлю 4 балла, потому что все-таки там необходимо больше магического урона, чем физического, либо проникающего. Но на старте, говорю, до 18 этажа он 100% вам поможет, потому что у него очень большая база атаки и сможет наносить много урона. Поэтому пока что 4 ему балла. А массовый урон для магов я поставлю все-таки также 4 балла. Мы его туда берем только в том случае, если у нас нет магов. Если у нас маги есть, то от этого героя мы сразу же отказываемся. Данная арена очень быстрая, поэтому герои, которые стоят там за 20 единиц, они там практически неприменимы. Поэтому 4 балла. В непрерывном уроне я данному герою поставлю 4 балла, потому что на непрерывном уроне у нас может появляться до 6 мобов, и его массовый урон там нам как-нибудь еще может помочь. Босс гильдии поставлю 4 балла, у него все равно хороший урон по гильдбоссу, особенно на старте, за счет его опять-таки призыва рыб, но в дальнейшем мы его убираем, он нам уже будет там не нужен. Рейд для снаряжения 2, как я говорил ранее, до 2.18 включительно мы этого героя можем использовать. Если у нас нет магов дальше, на 19, 20, 21 этаже, он нам уже ничем абсолютно не поможет. Поэтому 4 балла только за счет того, что до 18 этажа нас может протянуть. Арена одиночная цель 1 балл, там он будет не нужен. Рейд для материалов артефактов я поставлю ему 2 балла только за то, что нас сможет протянуть до 13 этажа. Дальше от него уже толку не будет. Итог по герою. Данный герой себя показывает великолепно на третьем рейде, в особенности на 19, 20 и 21 этажах. Без данного героя будет сложновато проходить эти этажи. Также мы этого героя берем в рейд для опыта, как минимум ради его бонуса, как максимум для его нанесения урона. У него урон массовый, очень быстро всех мобов там убивает. Во всех остальных активностях ему есть замена. В кампании можно заменить его на Маула. В первом рейде его можно заменять на магов. Но в разлом пустоты я данного героя бы рекомендовал, потому что, повторюсь, очень много магов, и против них он очень хорошо будет заходить. Но опять-таки его там можно заменять на Сайлоса, на Таурель, еще на кого-то. Поэтому идеальное применение, третий рейд и рейд для опыта. На этом сегодня у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам видео понравилось, дизлайки, если не понравилось. Также пишите свое мнение в комментариях по данному герою. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и здоровья, и всем пока.